Здравствуйте, друзья! Мифы об Авалоне. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Легенда об английском короле Артуре и его круглом столе известна многим. Но происходило ли все это в действительности? И где же находился таинственный остров Авалон? Постоянное место жительства легендарного короля. Ведь его нет ни на одной карте. Ответ на данный вопрос дает небольшое аббатство Гластонберри, где английские археологи обнаружили во время раскопок могилу с телами Артура и его супруги Гвиневеры. В памяти человечества существует три короля Артура: Артур исторический, Артур легенд и Артур рыцарских романов. Причем один образ плавно перетекает в другой. Поэтому отделить историческую правду от вымысла довольно трудно, учитывая древность сказаний, появившихся в VI веке нашей эры. Эти века не случайно овеяны фантастическими историями о великом короле Артуре и его знаменитых рыцарях круглого стола, совершивших массу невероятных подвигов. К началу III века римляне завоевали Британские острова и владели ими до начала V столетия. Тогда самому Риму угрожали орды готтов, и все римляне покинули колонию. Не прошло и полувека, как на Британию обрушились германские племена. Тогда племена бритов и остатки потомков римлян объединились и начали борьбу с завоевателями. Хотя они и нанесли им ряд поражений, к 1600 году завоевание основной части острова было завершено. Об этих временах борьбы исконного населения Британии с завоевателями и повествует история о короле Артуре, который стал тем героем, что вел эту борьбу. Несмотря на ее неудачу, легенда отправляет раненого короля на волшебный остров Авалон, путь к которому открывается немногим. На этом острове обитают эльфы и феи. Там столь медленно течет время, что герои легенд и поселе, возможно, обитают в райском уголке, не ведая, что над планетой пронеслись 1500 лет. Так жил ли на самом деле король Артур? Существовал ли Авалон? Оказывается, эти вопросы неразрывно связаны между собой. Вокруг легенды об Артуре ходило столько слухов в минувшие века и продолжает ходить в наши дни, что впору окончательно запутаться. Кое-кто из мистиков Средневековья полагал, что Авалон пропал не в физическом, а в сакральном смысле этого слова. Подобно русскому Китежу, остров перешел в иное магическое измерение и скрылся от глаз людей. Многие историки XIX века объяснили исчезновение Авалона куда более прозаически. Они считали, что причиной гибели острова было банальное наводнение. В подтверждение своей гипотезы ученые приводили подлинную историю, относящуюся к VI веку. В ней шла речь об очень невысоком острове в проливе Ла-Манш, защищенным дамбами и шлюзами. Однажды, после каких-то торжеств, пьяная стража забыла их закрыть, и ничем не сдерживаемая приливная вода ринулась в город. В волнах погибла вся местная знать, кроме короля, который спасся вплавь на коне. А сам остров покрыло море. Именно вышеописанный исторически достоверный случай и натолкнул исследователей на мысль о том, что Авалон могла постигнуть та же судьба. Совершенно неожиданно на эту тему высказался, хотя и в завуалированной форме, знаменитый датский писатель Ханс Кристиан Андерсен. В своей довольно жутковатой сказке «Вен и Глен» он описывает два острова-близнеца. Как-то зловещей грозовой осенью Вен был поглощен пучиной, и с тех пор все жители Глена с ужасом ложились спать, ожидая, что сегодня ночью Вен, то есть море, придет за своим братом и за ними. И Глен действительно исчез, но совсем по иной причине. Он слился с материком, соединенный с ним рукотворными насыпными сооружениями. Такое могло произойти и с Авалоном, если он располагался достаточно близко от берегов Британии. Надо отметить, что не только европейские ученые интересовались историей острова Авалон. М.А. Орлов в книге «История сношений человека с дьяволом» 1904 года указывает, что Авалон часто описывали древние поэты Франции.
Так, в поэме о Вильгельме Курносом мы находим упоминание о том, что Авалон был чрезвычайно богат. Так что другого такого богатого города никогда не было и построено. Стены его были сложены из какого-то особого камня, двери в них были из слоновой кости, жилища щедро разукрашены изумрудами, топазами, гиацинтами и другими драгоценными камнями. А крыши на домах были золотые. В Авалоне процветала волшебная медицина. Здесь излечивали самые ужасные болезни и раны. В одном из тогдашних романов этот остров описывается как место, где все обитатели проводят время в вечном празднике, не ведая забот и горестей. Само слово «Авалон» сближали со словами древнебретонского языка «Инис Афалон», что значит «остров яблонь». Различные мнения о таинственном острове высказывают и многие современные зарубежные писатели. Но все это гипотезы, которые не дают нам возможность раскрыть тайну Авалона. Мы не зря упомянули в начале статьи Гластонберри, что располагается на самом западе Великобритании. Раскинувшись на обширных равнинах Сомерсета, неподалеку от Бристольского канала, этот комплекс сейчас включает в себя город, аббатство и огромную вулканическую скалу с развалинами церкви, спускающуюся террасами вниз. Местность, окружающая город, раньше напоминала остров из-за бесчисленного множества болот, не осушавшихся до XVI века. Следует отметить, что люди жили здесь еще с незапамятных времен. Остатки поселений, открытых археологами, датируются эпохой римского вторжения на острова. Полагают также, что на землях Гластонберри в течение долгого периода существовал змеиный храм друидских жрецов. С более чем 150-метровой вершины скалы можно наблюдать пейзаж на 70-80 километров вокруг. Вулканические террасы несут на себе следы обработки их людьми, и, возможно, они служили когда-то тропой для христианских паломников, шедших сюда на поклонение и молитву. В эпоху Средневековья монахи возвели здесь величественный монастырь, названный ими в честь святого Михаила. Когда же он был разрушен землетрясением, на его месте выросла церковь, остатки которой сохранились и поныне. По легенде, Гластонберийская гора является местом, где некогда жил король Артур, а также тайным входом в подземное царство повелителя эльфов. Считается, что в VI веке сюда проник святой Коллен, стремившийся покончить с демонизмом. Он совершил обряд экзорцизма, и от соприкосновения со святой водой эльфийский дворец с грохотом пропал, оставив подвижника одного на пустой вершине скалы. Еще одна легенда связана с так называемым колодцем святого Грааля, расположенным у подножия горы. Говорят, что в свое время святой Иосиф бросил сюда чашу, которой пользовался Иисус во время Тайной вечери. Многие пытались найти драгоценный магический предмет, но это не удалось никому. В народных преданиях указывается, что круглый стол короля Артура и распался-то только потому, что святой Грааль исчез из мира людей. Сам колодец построен друидами из громадных каменных блоков, с величайшей тщательностью обработанных руками камнетесов. Каждый день из него выливается 113 тысяч литров красной железистой воды, обладающей по поверью магическими свойствами. Вообще, скала в Гластонберри является весьма странным местом даже с точки зрения современной науки. Очень часто местные жители становятся свидетелями необыкновенного зрелища, происходящего по ночам. Неожиданно в воздухе возникают бледные синеватые огни, которые часами носятся вокруг церковных развалин. Одни приписывают их появление уфологическим факторам, другие – магнетической энергии скальной породы. Аббатство Гластонберри – уникальный исторический объект для множества религий. В свое время здесь проводили обрядовые действия друиды, поклонявшиеся змеям. Затем их сменили римляне, а после ухода последних на местной территории прочно осели ведьмовские общины, обитающие тут и по настоящее время. Но наиболее значимый след оставили, несомненно, христиане. По легенде, Иосиф Аримафейский, человек, похоронивший тело Христа, переселился в Гластонберри и построил здесь первую в Великобритании церковь. На развалинах аббатства каждую Пасху расцветает терновник. В народе говорят, что когда Иосиф после своего прибытия взошел на скалу, он во время молитвы опирался на посох.
Как-то раз он оставил его там, и посох превратился в дерево. Дерево пустило корни, и с той поры Гластонберийский терновник служит местной достопримечательностью. Наиболее чтимый в Ирландии святой Патрик также жил и умер среди здешних монахов. А как вы думаете, существовал ли неведомый Авалон на самом деле? Или это лишь выдумки для привлечения туристов? С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!